Предохранительный клапан позволяет ограничить давление в гидравлической системе. Установка предохранительного клапана обязательна практически в любой системе, где используются объемные насосы. Ведь в этих насосах канал нагнетания герметично отделен от канала всасывания, и насос будет вытеснять жидкость независимо от установившегося давления до тех пор, пока двигатель не заклинит или не произойдет прорыв магистрали или другая поломка. Ограничить давление на безопасной величине помогает предохранительный клапан. В самом простом случае это шарик, опирающийся на седло. На шарик с одной стороны воздействует усилие пружины, а с другой — давление жидкости. Пружина прижимает шарик к седлу, а сила давления жидкости стремится отодвинуть шарик от седла. До тех пор, пока силы давления жидкости недостаточно, чтобы преодолеть усилие пружины, клапан будет закрыт. Когда давление превысит установленное значение, шарик переместится, открыв путь для жидкости в канал, соединенный со сливом в бак. Регулирующий винт позволяет изменять предварительное поджатие, а значит и усилие, с которым пружина прижимает шарик к седлу. Поворачивая винт, можно регулировать давление, при котором будет открываться клапан. Для обеспечения герметичности клапана на поршне толкателей установлена манжета. Кроме шарика, в качестве запорного элемента можно использовать тарельчатые или конические запорные элементы. На принцип работы это не влияет, однако изменяются характеристики обтекания в момент срабатывания клапана. Рассмотрим работу реального клапана прямого действия. До достижения некоторого давления клапан полностью закрыт. Давление растет, а расход через клапан на слив отсутствует. При достижении давления начала открытия запорный элемент немного отодвигается от седла. Открывается небольшой канал для прохода жидкости на слив, но он слишком мал для прохождения всего потока, поэтому часть жидкости отправляется на слив, а часть по-прежнему поступает в систему. Соотношение расходов в данном случае определяется потерями энергии. Жидкость будет делиться в таком соотношении, что потери будут одинаковы. С возрастанием давления клапан будет открываться сильнее. Расход, отправляемый на слив, будет увеличиваться, а расход, поступающий в систему, будет уменьшаться. При полном открытии клапана вся жидкость будет отправляться на слив. Если давление в системе начнет падать, то клапан будет закрываться. При падении давления расход, поступающий в систему, будет увеличиваться, а расход, уходящий на слив, уменьшаться. При полном закрытии клапана расход на сливе будет равен нулю. Характеристика закрытия может не совпадать с характеристикой открытия. Таким образом, в работе клапана наблюдается гистерезис. Постепенное изменение расхода, отправляемого клапаном на слив, позволяет осуществлять дроссельное регулирование скорости гидропривода. Мы планируем рассказать о дроссельном регулировании в одном из наших следующих видео. Подпишитесь на наш канал и группу ВКонтакте, чтобы не пропустить видео. При работе предохранительного клапана могут наблюдаться неустановившиеся процессы. При открытии клапана давление в системе падает, и он начинает закрываться. Как только клапан закрылся, давление вновь возрастает, и он начинает открываться, и так далее. Возникающие пульсации распространяются на всю систему. Работать плавно и точно в таком режиме гидросистема не может. Для избавления от этого эффекта на запорном конусе выполняют дополнительный поршень с дросселирующим отверстием, который помещается в гильзу. Поршень не влияет на силу, с которой жидкость воздействует на запорный элемент, но прохождение управляющего потока жидкости через дросселирующую щель позволяет снизить колебания на клапане из-за медленного изменения давления за дросселем. В качестве запорного элемента в предохранительном клапане может использоваться цилиндрический золотник. Использование такого золотника позволяет исключить износ в зоне контакта запорного элемента и седла, но не обеспечивает полной герметичности. Для снижения утечек клапан и золотник должны быть выполнены с высокой точностью. Клапан непрямого действия. Характеристики клапана определяются его геометрией и жесткостью пружины. Для увеличения расхода проходящего через клапан нужно увеличивать размеры каналов для прохождения жидкости. Иначе потери давления на клапане будут слишком велики. Разумеется, при этом будет увеличиваться и запорный элемент, а значит и усилие, с которым жидкость воздействует на него, из-за возрастающей эффективной площади. Чтобы противостоять этому усилию, придется увеличивать размеры и жесткость пружины.
В итоге клапан станет огромным. Для сохранения приемлемых размеров предохранительных клапанов для больших расходов используют схему непрямого действия. В корпусе установлен основной запорный элемент с дросселирующим отверстием, через которое жидкость может попадать в полость клапана. Жидкость будет отправляться на слив в том случае, если основной клапан отодвинется от седла и откроет проходное сечение. Но на данный момент это невозможно. Одно и то же давление воздействует на равные площади с обеих сторон запорного элемента. Потерь давления на дросселе не будет, так как нет движения жидкости через него. Добавим в систему малый предохранительный клапан прямого действия, подобный тому, что мы рассматривали ранее. Жидкость к клапану подведем из внутренней полости основного запорного элемента. Малый клапан называют управляющим или пилотным. Его задача в том, чтобы открыть основной клапан. Давление открытия пилотного клапана настраивается под сжатием пружины. Пока клапан управления закрыт, основной запорный элемент останется на месте. Он будет тоже закрыт. Но что произойдет, когда пилотный клапан откроется? Жидкость через него начнет перетекать на слив. Значит, начнется движение через постоянный дроссель, выполненный в основном клапане. А при движении жидкости через дроссель возникают потери давления. Получается, что давление во внутренней полости запорного элемента будет равняться давлению в системе минус потери на дросселе. Таким образом, сила, удерживающая золотник на седле, станет меньше силы, стремящейся открыть его, и большой запорный элемент отодвинется от седла, пропуская жидкость на слив. Если давление в системе снизится, то малый предохранительный клапан начнет закрываться. При его полном закрытии движение жидкости через постоянный дроссель прекратится. Давление во внутренней полости запорного элемента станет равным давлению в системе. Основной запорный элемент под действием возвратной пружины прижмется к седлу. Важно понимать, что возвратная пружина не способна противостоять давлению жидкости. Она нужна лишь для того, чтобы возвращать клапан на седло, когда действие сил давления на запорный элемент уравновешено. Понимание принципа работы предохранительного клапана поможет понять работу других гидравлических клапанов и разобраться в сути дроссельного регулирования гидропривода. Об этом смотрите в следующих роликах на нашем канале.